Всем привет! А перед тем, как начать данное видео, еще раз хотелось бы обозначить замысел этого проекта. Данный электросамокат собирался в качестве эксперимента, цель которого была узнать, на что реально способны мотор-колеса от гироскутера. Данный самокат не собирался с целью экономии средств и сил. Лично мне сам процесс постройки и продумывания всех мелочей и деталей приносит удовольствие от работы. Если бы я хотел, купил бы уже готовый самокат, но этот вариант был мне абсолютно не интересен. Да и на моем канале собрались люди-любители самоделок, а не покупных устройств. И если ваши интересы совпадают с моими, добро пожаловать ко мне на канал и приятного просмотра. Внеся некоторую ясность в происходящее, можно и продолжить. В прошлой части была сварена рама и произведена доработка гироскутерных колес для использования в самокате. Для тех, кто не видел, подсказка на это видео будет в углу экрана. Ну а теперь самое время поговорить об электронной части. В качестве временного источника питания решил задействовать старые аккумуляторы от электролонгборда. Кому интересно, видео с их сборкой также есть на канале. Суммарное напряжение при их последовательном подключении получается 22 вольта в номинале, что соответствует схеме подключения 6S. Для работы колес гироскутера такое напряжение недостаточно, и для его повышения на AliExpress я дозаказал, как мне казалось, недостающее количество аккумуляторов. Только получив аккумуляторы, я понял, что сильно просчитался, и данных батарей хватит максимум для сборки хилой батареи 4S 3P. Кому нужно, ссылки на эти аккумуляторы оставлю в описании. Китайцы заявляют, что они высокотоковые, но по факту я бы сказал, это что-то среднее между простыми и высокотоковыми. Проверив их, был удивлен, их емкость реально соответствует заявленной, а именно 3000 мАч. Для такого электросамоката я бы рекомендовал собирать их в параллельные сборки минимум по 4 штуки для повышения токоотдачи готовой батареи. Если у вас нет контактной сварки, то лучше всего брать вот такие элементы с уже приваренными контактами. Так вероятность их перегреть при пайке будет ниже. Заострять внимание на сборке данной батареи я не стал, потому как на канале уже было подробное видео на эту тему. Собирать батарею лучше всего, конечно, с использованием точечной сварки. Но если таковой нет, батарею можно спаять. Разумеется, делать это нужно максимально аккуратно. Данные батареи были собраны мной путем пайки еще в 2017 году, и за это время уже многое повидали. Они тягали электролонгборд, служили в качестве джампстартера и запуска двигателя автомобиля в морозы, использовались для автономного питания различных устройств и многое другое. Несмотря на все это, батарея полностью исправна и отлично работает. Единственное, на момент съемок ее износ составил уже 20%, то есть реальная емкость снизилась примерно до 8 Ах. Итак, с учетом моей оплошности, батарея в самокате получится 10S с емкостью до 8 Ах и номинальным напряжением 36 вольт. Такая батарея имеет место быть для спокойной езды по городу, но раскрыть полный потенциал мотор-колес она не позволит. Для получения максимальной мощности и скорости батарею нужно использовать 13S с номинальным напряжением 48 вольт. Для питания мотор-колес необходимы контроллеры, по одному на каждое. Я взял недорогие контроллеры на 350 Вт. Ручку управления тягой выбрал со встроенным вольтметром, также существуют ее версии с ключом. Для удобного подключения всей электрической части сразу прикупил различных разъемов и коннекторов, благо стоят они совсем недорого. Для включения самоката взял вот такую кнопку с подсветкой, кому нужно, ссылки на все используемые детали дам в описании или в группе ВКонтакте. Определяюсь расположением всех компонентов в корпусе. Провода, питающие двигатель, пришлось нарастить. Концы были обжаты с помощью кримпера и подходящих наконечников. Три толстые провода — это фазные выводы мотора. 5 тонких — это выводы от датчика холла. Самым слабым местом любых мотор-колес является место выхода питающих проводов. Одно неосторожное движение и повреждение этого узла сразу же обездвиживает мотор-колесо и приводит к сложному и дорогому ремонту. А потому для защиты этого места я предусмотрел специальные защитные крышки. Их я вырезал из обрезков труб вилки. Протягиваю все тросики и провода.
Произвожу предварительную сборку. Для синхронной работы контроллеров управляющие провода нужно подключать параллельно. То же самое касается и концевых выключателей тормозных ручек. Произвожу полную разборку. Для очистки поверхности использовал пескоструй. Поверхности грунтую, а после крашу. Неоднократно под своими видео встречал комментарии, что для мастерской, в которой производятся сварочные работы и работы по обработке металла, у меня слишком чисто, и нигде не лежат сантиметровые слои грязи и пыли. На самом деле, грязи, пыли и абразива у меня в мастерской хватает. Основными ее производителями является шлифовальный инструмент, болгарки, а особенно гриндер. Также немало грязи и песка сыплется с различной колесной техники. Для поддержания чистоты за кадром приходится тратить немало времени и сил на уборку. А с недавнего времени в этом деле мне помогает мой новый помощник, строительный пылесос Denzel. Мой старый пылесос работал только с мешками, отчего процесс его очистки был достаточно хлопотный. А если в условиях мастерской каждый раз просто устанавливать новый мешок, на их покупке можно просто разориться. Этот же пылесос способен работать как с обычным одноразовым бумажным мешком, так и с многоразовым тканевым мешком, оснащенным молнией. Но больше всего мне понравилась возможность работы пылесоса вот с таким мембранным фильтром. При таком использовании весь мусор собирается сразу в бак. Еще одна офигенная фишка этого пылесоса — это шланг, длиной аж 3 метра. Для сравнения, в старом пылесосе он был всего лишь 1,5, что доставляло огромное неудобство при работе дисковой пилой и распиле длинных заготовок. Вот сколько абразива оседает вокруг гриндера. Еще два станка, стоящие на первом месте по производству стружки, это сверлилка и токарник. Убирать такую крупную стружку старым пылесосом я бы не рискнул, она бы набилась в мешок без возможности ее удаления. В узких местах в ход идет щелевая насадка. Минута и сверлильный станок убран. Произведем максимально жесткий тест и попробуем убрать токарник. Разумеется, крупная витая стружка будет блокировать шланг, а потому ее лучше убрать вручную, но мелкая дробленая стружка убирается вообще без проблем. Пару минут и токарник очищен. Пылесос также оснащен розеткой для работы в паре с электроинструментом, после отключения которого пылесос продолжает работать еще некоторое время, собирая остаточную пыль. Особенно данная функция полезна при работе с циркулярной пилой. Для подключения в комплекте имеются переходники на различные диаметры. Имеется функция полуавтоматической очистки фильтра, для активации которой необходимо нажать соответствующую кнопку. Есть возможность подключения шланга на выдув для использования пылесоса в качестве воздуходувки. Очистка пылесоса максимально простая. Открываем бак и высыпаем содержимое. Мембранный фильтр можно просто вытрясти или продуть сжатым воздухом. Установив вместо HEPA-фильтра поролоновый, можно производить влажную уборку. Для слива жидкости в нижней части бака имеется дренажная пробка, а для сброса статического электричества с корпуса имеется цепочка заземления. Характеристики пылесоса вы можете видеть на экране. Для такого функционала за свою небольшую цену это действительно очень классный аппарат. Ссылку на такой размещу в описании. А пока мы говорили о чистоте, краска высохла, можно продолжать сборку. Для получения структурного эффекта краску использовал густую. С помощью болта запрессовываю рулевые чашки. В нижнюю часть штока вилки была вварена удлиненная гайка под фиксирующий болт.
Устанавливаю мотор колеса и пропускаю провода в специально отведенные каналы. Пропущенные провода запиновываю в разъем. Протягиваю тормозные тросики. Тормозные ручки я заказал со встроенными концевыми выключателями. Они необходимы для правильной работы самоката, чтобы при нажатии на любой из тормозных рычагов мотор-колеса прекращали свое вращение и не пытались противодействовать тормозам. Кнопку активации контроллеров я вывел в трубу рулевой колонки. Как уже говорилось ранее, управляющие провода от ручки газа и концевиков тормозов я разветвил для параллельного подключения контроллеров. В качестве основного прерывателя питания я использовал мощный советский тумблер. На самом деле такое решение не рекомендуется использовать для коммутации силовых цепей с большими токами, так как контактные группы в выключателе со временем могут начать подгорать, греться или вообще залипнуть. Гораздо правильнее в данной ситуации будет использовать транзисторный ключ, такой как я устанавливал в электролонгборд, только на более высокое напряжение. Позднее, посоветовавшись с другом, который хорошо шарит в данной теме, узнал, что если на батарее имеется защита в виде платы BMS, то полностью размыкать силовую цепь, питающую контроллеры во время простоя самоката, совсем не обязательно, так как в неактивном состоянии контроллеры, подключенные к аккумулятору, практически ничего не потребляют. В дальнейшем, когда в самокат залетит уже постоянная батарея с платой BMS, я перейду именно на такую схему подключения. Настраивать тормоза мне больше всего нравится на просвет, а не по нажатию рычага с последующей затяжкой винтов суппорта. Грипсы очень легко устанавливать на места при помощи сжатого воздуха. Черный цвет брызговиков мне не понравился, и их я решил перекрасить в графитовый. Как по мне, так смотрится куда интересней. На крышку решил наклеить самоклеющийся наждак. Такой используется на различных скейтбордах. Произвожу подключение контроллеров. Толстый красный и черный провод – это вход по питанию. К нему я припаял силовой коннектор T-Plug. 3 толстых цветных провода – это фазные провода. Колодка на 5 контактов отвечает за датчики холла.
Колодка с черным, красным и зеленым проводом подключается к ручке газа. Питание аккумуляторов в моем случае идет на выключатель, а с него на контроллеры. Ничего сложного в подключении тут нет, это только с виду так кажется. Черный и белый провод подключается к концевикам тормозных рычагов. При включении тумблера подается питание на контроллеры и вольтметр. При этом, нажав на газ, самокат никуда не поедет. Для разблокировки контроллеров нажимаю кнопку активации. Чтобы аккумуляторы не бились о стенки корпуса, заложу туда вспененный полиэтилен. Контроллеры также будут прижаты во избежание болтанки. По-хорошему, крышку нужно было бы посадить на герметик, но поскольку данный самокат это экспериментальная модель, делать этого я не буду. Для дополнительной защиты и красоты провода решил обернуть вот такой оплеткой, купленной на Али. На этом сборку самоката можно считать завершенной. Благодаря складной рулевой колонке его удобно перевозить в багажнике автомобиля. За счет полного привода стартует самокат достаточно резво и уверенно. Максимальная скорость с батареей 10S получилась 28 км в час. Не очень много, но для перемещения по городу ее вполне хватает. В дальнейшем для раскрытия всего потенциала мотор-колес сюда установится батарея 13S с напряжением 48 вольт. Тормоза получились достаточно мощные. Прежде чем выпустить это видео, самокат я тестировал более года для выявления слабых мест. За это время самокат наездил около 1000 километров. Тестировал его жестко, на ходу спрыгивал с бровок. Носился по колдоебинам, ездил и в холод, ездил и в дождь, и даже в небольшой снег. Ехать по снегу на нем особенно весело. За счет полного привода колеса куда-то тянут, но полусликовая резина зацепа особо не ловит, отчего самокат едет прямо даже при попытке повернуть. В общем, очень весело, всем советую. После езды в дождь я ожидал, что мотор колеса зальет водой и внутри все заржавеет, потому как никаких дополнительных сальников на оси я не устанавливал. Но при разборке там оказалось все в полном порядке. Возможно, мне просто повезло. Тем не менее, специально ездить на самокате по воде я бы не советовал. Кстати, колеса я разбирал для замены еще родной покрышки, у которой от износа после пары сотен километров отслоился корд. Шину подходящего размера удалось найти в ближайшем строительном магазине по цене всего около $4. Шину я заменил, но старую осталось отправить в последнее путешествие. Что касается слабых мест самоката, то они тоже нашлись. Излом рулевой произошел в самом тонком и высоконагруженном месте, около сварочного шва. Честно говоря, эта поломка для меня не стала неожиданностью. С самого начала это место мне не внушало доверия. Как уже говорилось ранее, этот узел нужно было сразу делать самостоятельно с нуля. Вот тогда было бы надежно. Но я спешил, лето подходило к концу, а самокат хотелось поскорей доделать. Отлом рулевой прошел, можно сказать, точно по плану. Контролируемо и, что самое главное, безопасно, благодаря тому самому страховочному болту. Рулевую я починил, но этого ремонта все равно хватило ненадолго. В дальнейшем этот узел будет полностью переделан и изготовлен с нуля, но об этом в следующей части. Что касается тяги мотор-колес, то она меня очень удивила. Самокат без проблем тянул 2 человек на борту общей массой около 150 кг и даже заезжал в небольшие горки. Ездить на таком самокате по ровным дорогам и тротуарам – одно удовольствие.
но при съезде на разбитую дорогу передвигаться на нем становится некомфортно. Для такого перемещения очень не хватает подвески, но поскольку это экспериментальный образец, подвеску я не делал. Вес самоката получился около 18 кг. Поскольку аккумулятор в самокате временный, то и BMS-контроллер я на него не устанавливал. Кстати, для зарядки был установлен штатный разъем от гироскутера. Зарядку также производил родным зарядным устройством. На стадии монтажа информации по самокату оказалось настолько много, что уместить ее всю в 2 частях мне так и не удалось. А потому обязательно выйдет еще и 3-я, скорее всего заключительная часть. В ней самокат подвергнется глубокой доработке. Рулевая будет полностью переделана и усилена. Батарея заменена на более мощную и постоянную, и еще несколько небольших, но важных доработок. В общем, вся важная и полезная информация, а также тесты еще будет впереди, а потому, если данный проект вам интересен и нравится мой подход к работе, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Все ссылки на используемые материалы будут в описании. Накидайте под видео лайков и комментариев, чтобы мотивировать меня на скорейший монтаж 3-й части. Огромной всем удачи и добра!